Здравствуйте! Сегодня я собрала для вас новые жуткие мистические видео. Давайте начнем. Это видео было снято в городе Винчестер, штат Вирджиния. К слову, этот город был местом кровавых сражений в годы гражданской войны в Америке. Парень по имени Майкл снимает своего друга Джейсона. И в этот момент им удалось снять то, чего они совсем не ожидали увидеть. Let me get you from the front. Okay. All right, ready? Mhm. Yeah. You recording? Yep. Oh, now my socks are like wet because of the ground. You. Look at that. Yeah. Вы заметили это? Когда парни начали просматривать видео, они были потрясены увиденным, потому что увидели фигуру, которая по очертаниям будто была одета, как солдат того времени с длинным мушкетом. Парни утверждают, что в тот момент на поляне рядом с ними точно никого не было. Так может ли это быть дух павшего солдата времен гражданской войны? Дайте знать, что вы думаете на этот счет. Как часто люди встречают нечто необъяснимое в светлое время суток? Мужчина по имени Данте вместе с женой остановились на заправке, чтобы заправиться. Но неожиданно они заметили кое-что очень странное в пустом школьном автобусе, припаркованном через дорогу. About to go walk up to this bus. Look at that. Look at them children playing. Look at that. Let's go see. Let's go investigate. An empty bus. An empty bus. В школьном автобусе можно увидеть множество теней, которые будто мельтешат туда-сюда, хоть в машине никого и нет. И самое жуткое, что по размерам они больше подходят на детские. Данте сказал, что подошел к автобусу и даже объехал его на своей машине, но не увидел никого и ничего, что могло бы объяснить странные силуэты. Данте был в ужасе от того, что увидел, и до сих пор ломает голову над тем, что это было. Это видео транслировалось в прямом эфире диспетчеру. Диспетчер видит, что сотрудник службы безопасности странно себя ведет, будто с кем-то общается, хотя рядом с ним никого нет. Она посчитала это странным и решила связаться с ним для выяснения обстоятельств. И вот что из этого вышло. Dispatch to 329. 329, go ahead. Yes, sir. Who are you talking to? Yes, sir. Who are you talking to? We're talking to, Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. you mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Мужчина утверждает, что общается с женщиной, которая, по-видимому, жила в этом доме. Даже после того, как девушка-диспетчер говорит, что эта женщина умерла, мужчина хоть и был шокирован, но не до конца верит, что она не видит эту женщину, и снова начинает диалог с кем-то невидимым. Все выглядит так, будто мужчина и правда видит перед собой женщину и ведет с ней разговор. К сожалению, информации, что было дальше, нет. Но видео вызвало множество эмоций у комментаторов. Большинство уверено, что видео настоящее, а офицер и правда общался с призраком,
потому что в силу своей работы офицером и возраста он не будет специально снимать поддельные видео. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you at all. Автор этого видео сняла нечто в высшей степени необычное. Все происходит во время урагана и сильной грозы. Автор, девушка по имени Аманда, стоит на террасе и снимает на камеру грозу и раскаты грома. На самом деле девушка была потрясена, что еще ей удалось заснять в тот день. И вот те самые кадры. Около ее дома, совсем рядом, можно заметить белую полупрозрачную фигуру, которая появляется на некоторое время и затем исчезает. Причем появляется она во время грозы. Сначала автор считает, что ей мерещится, но люди в комментариях тоже заметили этот белый силуэт. Так, что же это могло быть? Пишите свои комментарии на этот счет. В этом видео мужчина зашел в свой подвал после того, как услышал шум оттуда. Это ему показалось странным, и он решил проверить, что там произошло. Он уже не один раз замечал странные вещи, которые происходят в доме, хоть и жил на момент съемки там всего пару месяцев. Поэтому он вооружился камерой, чтобы иметь доказательства необъяснимых вещей, творящихся в доме. И в этот раз у него получилось снять все на видео. And I mean, you can't really. There it is. That's freaky stuff right there, man. Yep, that's what you call it. I hate that. Freaks me out, man. It's giving me goosebumps. Boy, here we go with the door again. Yeah, I don't like that. That's creepy. So that door always swings wide open and it stays open. It doesn't ever close. Stay like that. Oh, there you go. Go. Crap, that's freaky. По словам автора, дверь, которая открывается и закрывается сама по себе, очень тяжелая, и он сам с трудом ее всегда открывал. Плюс ко всему он добавляет, что вещи на полках стояли в нормальных положениях и не могли сами по себе начать падать, тем более в таком количестве. Учитывая, что кроме этого его семья часто замечала непонятные шорохи и шаги по всему дому, вскоре вся семья съехала оттуда. Сейчас автор с женой живет в другом месте, и у него больше ничего странного не происходит. Но эти кадры до сих пор сбивают его с толку, и он не может понять, что творилось в том доме. Это видео было снято 1 июля 2024 года водителем скорой помощи, когда он ехал с ночной смены, чтобы оставить машину и пойти домой. Но неожиданно он увидел что-то странное в машине. Он в ту же минуту остановил авто и выскочил из него. И вот кадры той ночи. I'm not sure how to talk about this, but well, first off, I've been an EMT just for a little bit, and like I ain't never experienced nothing like this. So
So as we driving back to base, I swear I seen a face in the rearview mirror. Like, I don't know if you see it, but can y'all see that back door? Like, it just, oh, shit. Like it just flew open. Like, can you, oh. Nah, what the? What was that? Can y'all see it? Nah, hell no. Nah. Когда мужчина снимает машину на камеру, внутри авто быстро проскакивает какая-то тень. И он считает, что именно эта тень причастна к тому, что он увидел чье-то лицо в зеркале заднего вида. Версий насчет того, что это могло быть, много. Некоторые считают, что это мог быть дух человека, который скончался в машине скорой помощи. Другие же не верят во все это и считают, что все можно объяснить рационально. Я оставлю решать вам, что это могло быть. Это видео лежало на просторах интернета без какого-либо подтекста. Понятно одно. Видео снято кем-то, кто находился в больнице. И, похоже, этот кто-то очень долго ждал, потому что никого рядом с автором нет. Но вдруг он замечает нечто странное на стене и начинает запись. Каким-то образом появляется тень, которая странно отбрасывается. Сначала кажется, что тень отбрасывается кем-то, кто стоит рядом, но почти сразу автор снимает всю область вокруг, и там никого нет. Все выглядит так, будто тень сама по себе ходит. Многие считают, что автор снял что-то за пределами объяснимого и не понимают, что это могло быть. На сегодня вот и все. Как всегда напоминаю, что я никого не убеждаю верить, и каждый все решает для себя сам. До новых встреч!